Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень простой и красивый узорчик крючком. Для вязания нашего узора я буду использовать несколько цветов пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 3,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петельку я не затягиваю, она мне будет служить первой рабочей. И дальше набираю цепочку нужного мне размера. Я не высчитывала, сколько петель нужно набрать для этого узора, но примерно не меньше 13. То есть цепочка должна быть кратно 13. В конце у нас с вами останется несколько петель. Мы их с вами просто обрежем и затянем. То есть ориентируйтесь на 13 воздушных петелек. Когда мы набрали нужную нам цепочку, мы с вами, одна петля у нас вот на крючке есть, теперь смотрим, одна воздушная, вторая, во вторую воздушную от крючка заводим ниточку, заводим крючок и вытаскиваем ниточку, получаем 2 петельки на крючке. В следующую петлю 3, 4, 5, 6, 7. И теперь попарно закрываем 2 петли. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь смотрите, у нас вот здесь получились вот такие вот вертикальные полосочки и окошечки. Вот первую вертикальную пропускаем, вторую пропускаем и за второй в окошечко вытаскиваем петлю. У нас получается сразу 2 петли на крючке, та, которая была, и ту, которую мы вытащили. В следующее окошко вытаскиваем третью, в следующее окошко четвертую, в следующее окошко пятую, в следующее, то есть вот видите, у нас тут вертикальная полосочка, вот за ней, просто здесь будет не очень удобно, шестая петелька. И теперь в следующую свободную петлю, то есть вот отсюда мы вязали, а следующая свободная, вытаскиваем ниточку и по 2 петли закрываем. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Повторяем. Первая вертикальная, вторая, за вторую заводим крючок, вытаскиваем нитку. 2 петли, 3, 4, 5, 6 и в воздушную 7. По 2 петли закрываем назад. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Опять раз петелька, 2 и за вторую в окошечко вытаскиваем ниточку. Получаем 2 петли на крючке, 3, 4, 5, 6, 6 и седьмую вытаскиваем из воздушной. И по 2 петли закрываем в обратном порядке. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Смотрим, у нас вот здесь вот такая косичка сбоку получается, и здесь у нас 4 петли, должно быть 5, поэтому провязываем еще один ряд. Раз петелька, 2, и за второй вытаскиваем ниточку. Получаем 2 петли на крючке, дальше 3, 4, 5, 6 и седьмая в воздушную. Закрываем по 2 петли назад. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Теперь вот здесь вот с краю, смотрите, у нас получилось раз, два, 3, 4, 5, 5 петелек. И теперь будем соединителями закрывать наш вот этот вот, если вот так посмотреть, то, наверное, ромбик. Первую полоску пропускаем, вторую пропускаем, и как обычно за второй в окошечко провязываем раз, следующее окошечко 2, следующее 3, 4, 5 и воздушную петлю соединительная 6. Не затягивайте эти воздушные петли, вернее эти соединительные петли, потому что в следующем ряду будет не очень удобно вязать. И теперь будем повторять
наше вязание. То есть точно так же, как мы провязали с вами этот элемент, мы будем вязать все последующие. То есть одна петля у нас на крючке уже есть. Следующую свободно вытаскиваем 2, вторую точнее, дальше третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую. 7 петелек на крючке. По 2 закрываем. Раз, два, три, четыре, пять, 6. И теперь опять вот первая петелька, вертикальная полосочка, точнее вторая. За вторую заводим крючок, вытаскиваем ниточку. Получаем 2 петли на крючке. 3, 4, 5, 6. Седьмая вытаскивается из воздушной петли. По 2 петельки закрываем. Раз, два, три, 4, 5, 6. И дальше продолжаем по этому же принципу вязать. То есть опять раз полосочка, 2, за второй вытаскиваем ниточку, получаем 2 петли на крючке. Дальше 3, 4, 5, 6 и седьмая петля из воздушной. По 2 петли закрываем назад. Раз, два, три, 4, 5, 6. Опять первая полосочка, вторая, за второй вытаскиваем ниточку, 2 петли на крючке, 3, 4, 5, 6 и седьмая из воздушной. По 2 петли закрываем в обратную сторону. 2, 3, 4, 5, 6. И последний ряд. Раз полосочка, 2. Втаскиваем в ниточку, 2 петли, 3, 4, 5, 6 и седьмая из воздушной. И по 2 петли закрываем. Раз, два, три, 4, 5, 6. И теперь соединительными. Раз полосочка, 2 за второй. Соединительная. Раз, два, три, 4, 5. И шестая соединительная идет в воздушную. И вот таким образом мы с вами вяжем до конца ряда. Вот, когда мы с вами дошли до конца ряда, у нас здесь остался вот свободный край. То есть мы провязываем воздушную. Эта ниточка нам уже будет не нужна. Так, помощник. Теперь смотрите, у нас остался хвостик. Мы его просто с вами обрезаем и затягиваем ниточку. И все. И не нужно нам ничего высчитывать. Берем новый цвет пряжи. Начинать вязание мы с вами будем вот с этой стороны, откуда начинали первый наш ряд. То есть будем вот отсюда идти. Вот. И вязать всегда будем с лицевой стороны. Вот так выглядит лицевая сторона, вот так изнаночная. Теперь берем новый цвет пряжи и затягиваем воздушную петлю. Берем наше вязание. И вот там, где у нас были воздушные, вернее, вот эти вот ряды, раз, два, три, 4, 5, в пятую петельку заводим крючок. Вытаскиваем ниточку и протягиваем. Вот у нас одна петля на крючке. Теперь смотрите, у нас есть вот две половинки нашей петельки. Раз, два, три, 4, 5 и так далее. Вот под них мы будем заводить наш крючок. Вытаскиваем раз. Получаем 2 петли на крючке. В следующую петельку. Заводим крючок, вытаскиваем ниточку, 3 петли. Дальше 4. 5. 6 и 7.
7 петелек получилось. И теперь по 2 закрываем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь вязание будет повторяться точно так же, как мы с вами вязали в первом ряду, мы будем вязать во втором. Вот первая полосочка, вторая, за вторую заводим крючок, получаем 2 петли. Дальше 3, 4, 5, 6. И седьмую петельку уже мы вытаскиваем с нашего следующего элемента. 7. По 2 петли закрываем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вновь одна петля, вторая, точнее полосочка, и за вторую заводим крючок, вытаскиваем ниточку, получаем 2 петли. Дальше 3, 4, 5, 6 и седьмую вытаскиваем уже со следующего элемента. И провязываем по 2. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь опять раз полосочка, 2, за вторую заводим крючок, вытаскиваем 2 петельки на крючке, 3, 4, 5, 6 и седьмую вытаскиваем со следующего элемента. По 2 петли закрываем. Раз, два, три, 4, 5, 6. И еще один ряд. Вот одна полосочка, вторая, за вторую заводим крючок, вытаскиваем ниточку, 2 петли на крючке. Дальше 3, 4, 5, 6 и седьмую вытаскиваем с нашего следующего элемента. По 2 закрываем назад. Раз, два, три, 4, 5, 6. Смотрим. Раз, два, три, 4, 5. 5 вот этих вот боковых петелек. Значит, все правильно. И теперь мы соединительными закроем ряд. Раз полосочка, два. За вторую заводим крючок и соединительной провязываем. Раз, два, три, 4, 5. И шестая это у нас соединительная уже в следующем элементе. Вот что у нас получилось. И теперь по такому принципу мы будем вязать с вами дальше. То есть у нас с вами есть вот эти вот петли и один рыжий помощник. Так, у нас с вами одна петля на крючке. Теперь вот здесь есть вот эти петельки. Под первую заводим крючок, вытаскиваем. Получаем 2 петли на крючке. Дальше под следующую петельку 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель на крючке, провязываем по 2. То есть принцип вязания у нас не меняется, точно так же, как мы вязали с вами вот здесь, вот этот вот ромбик, да? Точно так же мы с вами провязываем и здесь. И по такому принципу вяжем до конца ряда. Вот, дошли мы до конца ряда. Здесь у нас провязывается воздушная и обрезается ниточка. Теперь переходим к вязанию следующего ряда. Он будет у нас вязаться точно так же, как вот этот вот первый. То есть он у нас будет выходить за пределы розового, так как вязание у нас идет в шахматном порядке. То есть вот здесь вот у нас был как бы выпуклый элемент, теперь вот здесь вогнутый, который внутри. Теперь опять будет выпуклый. Давайте берем новый цвет, провязываем одну воздушную, затягиваем ее, чтобы закрепить. И теперь находим с вами вот этот вот стык, там, где мы с вами прикреплялись розовым цветом. Заводим сюда крючок и протягиваем ниточку. Набираем 7 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7.
1 петля на крючке, здесь одну пропустили, во вторую заводим крючок, вытаскиваем, 2 петелька, 3, 4, 5, 6 и 7. По 2 петли закрываем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. По тому принципу, как вязали раньше, будем вязать дальше. То есть первая полосочка, вторая, за вторую заводим крючок, вытаскиваем ниточку, получаем 2 петли, дальше 3, 4, 5, 6, а 7 петельку вытаскиваем вот с первой розовой и закрываем по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять первая полосочка, вторая, за вторую вытаскиваем ниточку, 2 петли на крючке, 3, 4, 5, 6, 7 из розовой петельки, по 2 закрываем назад. Опять первая полосочка, вторая, за вторую вытягиваем ниточку, 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7 из розовой ниточки. Провязываем по 2 петельки, закрывая ряд. Опять 1, 2, ниточку вытащили, 2 петли на крючке, 3, 4, 5, 6 и 7 петля из розовой. По 2 закрываем ряд. Смотрим с краю 1, 2, 3, 4, 5, 5 петелек с краю. И теперь соединительными, вот первая полосочка, вторая, за вторую заводим крючок, соединительными закрываем наш ряд, вернее наш элемент. И последняя соединительная будет в нашу вот эту розовенькую петлю. Видите, у нас получился вот такой как бы выходящий за пределы розового цвета, точно такой же, как вот этот первый ромбик. Точно так же, то есть мы с вами повторили ряд. Теперь смотрите, у нас петля на крючке, и опять идут вот эти вот петельки. Под них мы будем заводить крючок и вытаскивать ниточку. 2 петли. Дальше 3, 4, 5, 6, 7. И по 2 петельки закрываем в обратную сторону. Здесь узор у нас повторяется. Опять 1 вертикальная, 2 вертикальная, за второй вытаскиваем ниточку, 2 петли на крючке, 3, 4, 5, 6 и 7 из розовой петельки. И по 2 закрываем. И по такому принципу мы с вами вяжем до конца ряда, пока не дойдем до последнего нашего ромбика. Потому что вот здесь вот, где у нас последний ромбик, мы с вами должны сделать вот такую же выпуклую часть. А так все последующие ромбики у нас вяжутся одинаково. То есть мы вытягиваем ниточки отсюда и одну с этой стороны закрываем в обратном порядке. И точно так же здесь провязываем так, пока не дойдем до конца ряда. Смотрите, вот мы дошли с вами до конца ряда. И у нас остался вот этот розовый элемент один. Мы должны сделать, чтобы было точно так же, как в начале. Для этого вот 1 петля у нас на крючке есть. Теперь под наши розовые петли заводим крючок и вытаскиваем ниточку. Провязываем 2 петелька, дальше 3, 4, 5, 6, 7. И теперь смотрите, мы вначале провязываем 1 петлю, а дальше по 2. 2, 2, 2, 2, 2 и 2. Теперь вертикальная 1 полоска, вертикальная 2. За вторую заводим крючок, вытаскиваем ниточку, 2 петли на крючке, 3, 4, 5, 6. И теперь вот здесь вот у нас в конце образовалась петелька.
И мы вот таким образом под 2 петли, то есть у нас, грубо говоря, вот петелька, вот и сзади еще петля, и мы между ними, вот так, надеюсь, вам видно, вытаскиваем ниточку. Теперь опять 1 петля, 2, 2, 2, 2, 2 и 2. То есть по такому принципу мы будем с вами вязать и дальше. То есть вот раз, два, вытаскиваем ниточку, 2 петли, 3, 4, 5, 6 и 7 из последней петли. Вначале провязываем 1, а дальше по 2 закрываем ряд. Еще раз, 2 за вторую, раз петелька, 2, 1 была на крючке, итого 3, 4, 5, 6 и 7 последнюю петельку. 1 петля, дальше по 2. Опять вертикальная 1, вертикальная 2, за вторую завели крючок, вытащили ниточку, 2 петли на крючке, 3, 4, 5, 6, 6 и 7 из последней петельки. Вначале провязываем 1, а дальше по 2. Смотрим 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек с краю, поэтому соединительными закрываем. 1, 2 и за второй соединительная 1, 2, 3, 4, 5, а 6 в последнюю петлю. Воздушная, обрезаем нитку. Вот что у нас с вами получается. Теперь у нас с вами начинается повтор вот этого ряда, который у нас будет вязаться в серединке. И будет он вязаться точно так же, как вот здесь. Вспомните, вот здесь мы с вами отсчитывали 1, 2, 3, 4, 5 и в 5 петлю начинали вязать розовым цветом. Точно так же и здесь мы с вами отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, в 5 петлю начинаем вязать наш вот такой вот ромбик. Точно так же, как вот здесь. После такого ромбика, который мы провяжем в серединке, мы будем вязать вот такой вот выпуклый элемент. И всего у нас будет 2 ряда. То есть первый ряд, это который вот такой вот выпуклый, а второй ряд, который у нас вяжется в серединке. И мы можем так провязать столько рядов, сколько нам нужно для нашего изделия. И вот так вот выглядит узорчик, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваш комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.